Гарейна. Здесь, как мне сказал один рыбак, полно головля. Притом ловится с каждого заброса. Вот, то есть вязание пока его не видно, но то, что он себя активно использует ловлю щуки. Но в прилове у них вечно оказывается головля, как он мне сказал. Но целенаправленно его ловит мало кто. Вот. Единственная, конечно, проблема, как единственное для меня лично, то, что в Германии нужна лицензия. Чтобы получить лицензию, должен быть билет рыбака. Ну, такая, так называемая тоже корочка, в которой проходишь обучение, сдаешь экзамены, платишь взносы. Каждый год пересдаешь экзамены, только тогда ты можешь покупать лицензию. Стоит она не так дорого, там около 20-30 евро, по-моему, на неделю. И можно ловить рыбу. Рыбы здесь просто немерено огромные ходят. Головли, щуки. Везде лежат такие вот каноэ, байдарки. Просто везде. Хочешь, бери, как говорится. Никто не берет, потому что это Германия. А тут как бы вот такой вот фонтан тематический про ферма. Бедная собака, все загладили. Короче, тут такие вот места есть, да. Дело в том, что в Германии легализировали и для собственного потребления. То есть ты можешь ее выращивать, но не можешь продавать, давать никому. То есть вот таким образом они мягкого кнута борются с нелегальной наркоторговлей, потому что это уже все это вышло давно на другой уровень. Все. Да, движуха тут нехилая, чуть перешел дорогу. Всем надо уступать, потому что везде велосипедисты. Здесь вот немецкая дохлая мышь лежит. Она такая же, в принципе, как наша. Ничем не отличается. Ну, может, он на более чистой плитке лежит. Ладно, что-то черный юмор. Я иду в Швейцарию пешком. Это в районе там 2,5 километров. Вчера несколько дней уже изучал карту, чтобы найти все-таки, где можно ловить легально рыбу. И, как показала мне практика, проведя там, наверное, часов 5-6, изучая все регионы, есть такое у них бесплатное рыболовство на Баденском озере, и выше озере. Только в некоторых районах ты можешь ловить бесплатно на поплавок, безбородый крючок, на наживку органическую, типа червя там прочего. То есть на блесну всякую ты не можешь, в принципе, ловить. Вот, поэтому я иду, у меня с собой спиннинг, переберу под удочку, сейчас где-нибудь червей накопаю или куплю в магазине ближайшем рыболовном. Пробую покидать немножко, но здесь не будет штраф, потому что штраф какие-то вообще неподъемные, и очень сложно было понять область, которую можно ловить, которую нельзя ловить. Рыбу всю словами придется забирать, умершлять. Еще не придумал, каким образом, но, в принципе, возьмем палочку для этого. Короче, или как минимум сниму сейчас рыбаков в Германии, в Швейцарии, если в Швейцарии вряд ли. Вот в Германии кто ловит, в принципе, покажу и способы ловли. Потому что в Германии штраф за ловлю без лицензии, без прав начинается от 5000 евро, как я понял, вплоть до уголовной ответственности. Ребята ловят с каждого заброса. В рыболовном магазине мне тут рассказали, что там огромнейшие просто головли. Ну, я, в принципе, вижу очень много рыбы. Пришел, там, в принципе, люди, вот, в основном на отводной поводок почему-то, с небольшой приманкой. Окунь клюет просто там, ну, вот при мне было поклевок 10. Все, наверное, 10 были с реализацией. У кого-то было даже вместо отводного поводка 2 джиголовки. И на обе джиголовки сразу же по 2 окуня. Вот. Щуку видел крупную в водоеме, прямо судаков видел. Они прям огромнейших размеров, но не ловились. Ну и, конечно же, я понимаю, что тут, если есть такие щуки, то, ну, как мне сказать, что там голавль в прилове постоянно. Все ловят щуку, в основном стараются на такие джиголовки ловить, но постоянно в прилове голавль, потому что это на джиг. Короче, такие вот пироги. Попозже вставлю видео, где там первые, и попробую еще что-нибудь словить. Сегодня понедельник, осталось пару часов до заката.
Два зуба. Такая рыбалка в Швейцарии. Ой, в Германии. Джип по-немецки. Магазин, куда мы придем сейчас купить, может быть, червя, а может быть, что-то еще. Ну что, погнали? Konuştun sen onunla. Ne dedi o? Yukarıdaki bana yeter. Не такую, Little One, чтобы можно было убивать рыбу. Сейчас мы ее и купим. И по рыбе. Ну, как обычно все. What do you prefer? Jigging? Yes, for jigging for pike. Yeah, it's a good one. Yes, that's a good one. That's my Oh, fishing rod. Big ones, I bought one, yeah. but that's for fishing from the boat. From Like over. it's very big, and the pikes don't like it if you go if you are Yeah, on the island and then you fish a big bait. And with the big bait, the big fishes, they don't go to your side. They are in the lake. okay. Like with that you can fish really good. Like something like that, that's good because you can jig on the ground. Uh-huh. And yes, that's it. It's, can I see? I have something like that. Yeah, one of guy 2 days ago said that it's one of the favorites. Savage gear, yeah, I don't know. Yeah. Savage gear? Yes, but you need what it's Metal? yes, a metal wire. Yeah. You need it, but if you're not. Yesterday I fished by the bridge, and then somebody. Maybe I saw you. Yes. Yeah, probably they're you- fishing a pike, and the pike made that like he bites here, and then that was away. No, it's It fishing. was Yeah, it's completely. yeah. And do you know how to fish in Switzerland? Where can I find? Yes, you can go to our lake, Yeah, but there are some. places we cannot find. Yes, there are some routes. also, and also I buy that one thing that I've never heard. Yeah, because I have to. Yeah. Every That's- fish. It's that's the most rule. stupid I've ever seen in my life. Yeah. Yes, so- but no one do that. No Yeah? one do that. No? Yeah. No one. But that's from the boat. I fished a lot of with that. Yeah. I catched 30 fishes with that on 2 hours. Asp. It's for But useful for asp. it's from the boat. You can fish there, Yeah. and you let it on the ground and make it up and again, and the fishes go with you. And then if you make that, you will Also ich bin eigentlich catch so gut them. wie jeden Tag mit denen draußen. Ah, schön. That's very, Aber nicht angeln, oder? Nicht crazy. Na, nicht immer. Thank you so much. And by the way, what is your name? Eunice. Yunus Dmitry. Yeah. And what's your name? Mattia. Matthias Dmitry. Yeah. So maybe you will see you on YouTube. Yeah. Yes. Maybe we go later fishing. You can go with us if you want. But Ah, when? Today? yes, today Ah, where? at the bridge, like. Okay. the Okay. old- I'll check. Вон как такие тейлспиннеры на 24 грамма. Короче, купил себе тут наборчик, сейчас покажу. Это то, что тут ловит. What is how is your YouTube channel name? Fish Runner. Fish Runner. My new subscriber, yeah. Fish Runner. English, Fish Runner. Runner. Fish Runner, yeah, sorry. It's my channel. It's all okay. It's all That's crazy. yeah. Okay. Luck. Nice to meet you. Nice to meet you too. Вот, ребята. Заработал одного подписчика. Так, ну тут у них Savage гировские.
И не только. Блейзеры всякие. Ich habe schon nie so sauer einmal, Digga. Komm bitte, lass. Like every time a fish was dead. That is It's a good one? yeah, that's very good for these fishes, and sometimes they go a pike for okay. it. I had like 3-4 pikes on it, but they it's hard to catch them really. And jigging? Like Yes, jig? they are jigging on this montage. This montage, окей. Yes. Окей, thank you. Короче, парни рекомендуют Беркли. Ну, короче, приманки даже не знаю, что такое, очень много всего. Особенно прикольно, что тейлы по 3 вот такие вот есть. Для сравнения можно потом посмотреть, сколько такой Беркли стоит у нас. Значительно дороже. Ну, короче, тут всего, очень много резины. Здесь все предпочитают джиговать. Много оснастки с прошлой. Ну и различного джига. Блесна здесь, конечно, сумасшедших размеров. Yeah. Ну и, конечно, рапала. Куда же без рапала. Thank you. Goodbye. Weiß sein Seite. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. О, sorry. Сейчас покажу, что я купил в этом магазине. Я тут взял небольшую такую рыбешку, такую, слаг. Это была специальная булава для того, чтобы выбрать рыбу, черви. Ну, это если потом, в принципе, 2 оснастки, которые у нас не продаются, но я давно очень хотел именно в такой комплектации. Ну, еще пару бугеров потом покажу. Ну, везде такой Констанс. Ну, короче, смысл тот же, вы поняли. Ну что, идем в Швейцарию. Короче, надо быть осторожным. А тут, слышишь, потом в конце дамки. Итак, вот эти вот странные фигуры, это и есть граница. Граница Германии и Швейцарии. Мы подошли, вот Германия. Вот Швейцария. Первое, что когда приходишь в Швейцарию, говоришь «Hello!». Итак, левая нога в Германии, правая в Швейцарии. Оп. Вот оно, Баденское озеро. Здесь уже можно ловить рыбу. Но прямо здесь нельзя, потому что я вам покажу потом карту, которая, то есть отсюда до пристани, вон той, там до башни, нельзя ловить рыбу. Запрещенная зона круглый год, все время, потому что здесь она подчиняется кантонам, муниципалитетам, которые разделены на 4 части, каждым из которых управляет отдельный город, муниципалитет, у которого есть административная часть озера. Конкретно вот этот участок, допустим, запрещен к ловле. Да, потом там, где вот у нас стоят суда, запрещен, там у них частная арендная территория. Потом небольшой часть снова разрешен, потом снова запрещено. В общем, береговая линия вдоль города Баден, она запрещена. Вот такие классные лежаки, можно почилить, поотдыхать. В принципе, может, я это и сделаю. Но сначала надо все-таки попробовать закинуть поплавок. Так, сразу же хотел бы сказать, что я небольшой любитель поплавочной ловли рыбы. Я вообще не терпеть не могу. Но тут такие условия, что бесплатная рыбалка в данных условиях, как я прочитал, разрешена только именно с поплавком безбородым на органические приманки. У меня тут с собой спиннинг, коротыш. Я попробую travel вариант, волжанка. Я попробую переоборудовать поплавок как калечное решение, но по-другому никак нельзя решить данный вопрос, потому что у меня просто нет лицензии. А по-другому ловить бесплатно рыбу в Швейцарии я не могу. Тоже нужна лицензия. Чтобы получить лицензию, нужна корочка рыболова. И пошло-поехало. Поэтому спиннинг, к сожалению, отменяется. Штрафы, я не знаю какие, но они очень большие, поэтому что делать? Ну, Швейцария, в принципе, очень красивая страна. Надо уважать чужие законы, соблюдать. Ну, кто-то может не соблюдать, но я вот решил соблюдать. Такие бесплатные столики у них. Барбекю можно себе делать вообще. Ну и любоваться красивейшей природой. Пол пляжный. Все условия для этого созданы. Ловля рыбы. То, что меня интересует в этом регионе. Надеюсь, дальше разрешена. Не знаю, потому что Вилкхомен какой-то. Ну, наверное, это вот этот участок. Тут есть, кстати, везде. Но тут запрещено ловить. Он прям гуляет. Мальки. Совсем мелкие. Рыбная ловля запрещена. Все, понятно.
Тут ребята развлекаются. Ничего, классно. Для баланса очень круто. Нафиг мне это надо. Надо быть настолько отсаженным чуваком, чтобы вот такой природе, такой кайф тут всего. Искать про рыбалку информацию, которой вообще нигде нету. Местные сайты копошить на немецком языке, чтобы найти эту сраную карту, эти условия. Идти с поплавочкой какой-то вообще, с спиннингом и пробовать словить просто на гигантском озере с берега. Непонятно, легально, нелегально, скорее всего, легально все-таки рыбу, которая может грозить мне просто какими-то сумасшедшими последствиями. Но, блин, наверное, я все-таки такой отсаженный, поэтому, ребята, вот для вас стараюсь. Так, судя по всему, этот знак означает, что здесь рыбу ловить нельзя. Оно и правильно, этот остров входил в запретную зону. Там, по идее, должен быть значок, что можно ловить. Ну, или нет. Но вот там каким-то образом корова на остров залезла. Как она туда попала? Непонятно. Так, также запрет на ловлю рыбы. Вот тут около этой вышки. По идее, вот он заканчивается около вышки. Поэтому сейчас даже посмотрим, можно ли ловить где-то здесь уже начинать. Хоть одного рыбака бы найти, спросить кого-нибудь. Хоть одного рыбака. Не вижу, по карте можно. Все, начинаю рисковать. Пошло все к черту, будь что будет. Попробуем половить рыбу. Ну что, любит, что ты скажешь на это? Короче, исходя из моего, решил все-таки где-то попробовать около кустов. Закинуть в небольшую глубину приманку. Дно даже отсюда видно. Там вроде полметра, думаю, будет. Ну, как бы не... Есть какие-то камни, как минимум не привлекая внимания. А там уже посмотрим. Что будет, то будет. Черт с ним. Ну что, мы на озере сейчас попробуем соберем. Вот мой, собственно, спиннинг. Здесь моя катушка приманки, но здесь поплавок. Черви в такой упаковочке. Ну и изнувшись вот такая вот булава. Ой, блин. Чтобы выбивать рыбу, чтобы она не мучилась. Ну, согласно законам, в Германии и в Швейцарии ни одно существо не должно испытывать боли. И если ты его ловишь, ты должен вот потребить пищу обязательно. То есть никаких поймал, отпустить здесь не работает. Якобы были прецеденты, но об этом потом подробнее остановлюсь, если нужно будет. Если нет, то нет. Ну, не всегда его придерживаться, в общем. Потому что иногда хочется отпустить трофей, а не забрать его. Потому что большая рыба должна жить, чтобы радовать дальше. Иногда власти идут на уступки, но главное не делать фотографии, чтобы это не было такой фотоохота, как у нас. Поймал, отпусти. Большую рыбу словил, отпустил. И вот власти муниципальной к этому противоречит. Ну что, давай соберем. Так, ну что, наша удочка готова. Все, что надо, у меня здесь рядом. Приманка. Сейчас попробуем немецких червей. Извините, черви, за негуманное отношение. 100 лет этого не делал. Не думал, что мне придется это делать в таком уже сознательном возрасте. Это еще где-то в Германии, в Швейцарии конкретно. Видите, крючок, кстати, без борода. Я его отжал, потому что это одно из главных условий, чтобы все крючки были безбородые. То есть ее надо убрать. Ну что, попробуем без прикормки, прям на обум. Не знаю, какой там вес, ну что, первый заброс. Ну что, как будто я какой-то криминал совершаю. Я, просто хочу половить рыбу. Так, ну что, поплавок закинул. Даже не надеюсь что-то словить. Так, на халяву на шар никто не ловит, поэтому... Только если в таком огромнейшем озере, самом большом, кстати, в Германии, так много рыбы, что она прям вот будет сходу клевать на поплавок в незнакомом месте. Только лишь может в таком случае, потому что по-другому я просто не вижу никакого шанса хоть что-то тут словить. Ну, скорее вот этот червячка задавить именно своего, задушить. Ну, попробуй половить. Все равно тут после заката солнца запрещено ловить, то есть в темное время суток, а уже, в принципе, закат через полчасика. Надеюсь, я тут тоже ничего не нарушаю. Я уже зациклился на этих нарушениях. А мои белорусские корни не позволяют мне ловить других. Ну, то, что не хочется нарушать. Все-таки мы привыкли соблюдать законы чужие, тем более, когда такие варварские штрафы, как там 5000 евро или уголовная ответственность за ловлю без лицензии. Конечно, я бы мог попробовать, я думаю, у меня бы получилось легко это сделать, потому что рыбы там прям много, но не знаю. Не могу понять, там клюет или нет. Блин, надо было очки взять, потому что я слепой, ничего не вижу.
Но не можешь же просто взять так и клевать в таком большом озере вот с дуру в каком-то месте. Ладно, будем ждать до верного. Попробуем. Блин, рыба. Да ну нафиг. И тебя должен убить. Трындец. По-моему, я должен тебя отпустить. Если ты минимального размера, я тебя должен отпускать. Потому что, такую рыбу, извините, я даже за никакие деньги не буду убивать. Короче, первая швейцарская рыба – это микроокунь. Да, такой микроокунь без повреждений. Эй, блин, ну ладно. Так, ну что, след нуля. Я просто слепой, он, походу, давно клевал с первого же заброса. Неужели тут так много рыбы, что она прям везде? Ну, это, конечно, кощунство забирать такую рыбу. Ладно. Фишранер, блин. Чайку себе поставим. Вот тут в первой крови. У меня поплавок-то тонул. Ну, пошел поплавок, блин. Да, пробуем. Подожди-ка. Да, точно, поклевка. О, что даже рыба какая-то есть. Да, что-то похоже на рыбу. Кто у нас? Блин, опять окунь. Димка. Что ж ты делаешь? Короче, такая вот рыбалка. Такую вот не приходится снимать. Ну ладно. Хотел чаю попить, да не дают. Блин, я все равно 15 минут даже здесь, уже 2 рыбы. Что за фигня? Ну что, живой интерес в этом есть какой-то? Если бы не касался возможности получить штраф, потому что с их странным написанием на иностранных языках, это, конечно, для меня было не очень приятно. Поэтому... Так, сейчас у нас будет чаек. И с моей любимой шоколадкой Тони из Голландии. Просто обожаю эти вещи. Слушайте, столько много законов, по-любому, что я нарушил. Гадалки не ходи. О, вот яма была, поклевка. Опа. Есть рыба. Что это такое? Ой, блин, такое уже, совсем уже. Вы меня просите, я не могу, все. Штрафуйте меня, что хотите, блин. Я такую рыбу брать не буду. Я ее не повредил. Все, иди. Надеюсь, мне потом не прилетит за эту штуку. Все, это просто кощунство. Такую рыбу брать, это прям дичь какая-то. Это булавой убивать просто мелочь-то. Блин, какая-то садистская вообще фигня. То есть рыба вообще не повреждена. Зачем мне ее брать? Она такая мелкая, просто вообще. Почему этот тупорылый закон таким образом? Дирижабль летит. Ёшкин кот. Я такого еще не видел. И как этот мелкий окунь смог утопить такой поплавок? То есть, в принципе, на 20 минут я уже 3 рыбы словил. Чаю попил. Уточкам привет передал. Класс. Короче, я уже поплавка не вижу, поэтому буду заканчивать рыбалку. Пойду в Германию. Познакомился с ребятами. Попробую показать. Они там идут на вечерний клев. Приглашали меня на рыбалку. Что-нибудь попробую снять, посмотреть, что они там ловят. Потому что рыбы там реально много. Ну, а сюда вернусь, наверное, завтра. В принципе, прикольно, рыба ловится. Но плов калечный, надо очки брать. Кстати, это же бобр, курва. Бобр. Тут и так само есть бобр. Короче, рыбалка такая прикольная. Как в деревне, только в Швейцарии. Видишь, что мне непонятно с этой булавой, блин, с этими мальками. Я просто, не могу убивать таких мелочей. Но это совсем дети, младенцы. Какие бы там ни были законы, но это ж неправильно убивать эти, которые совсем не поврежденный кушок маленьких размеров. Да, это просто булава пытка какая-то. По-моему,
вся в крови у рыбы. И это печально. Ну что, пока, Баденское озеро, до завтра. Так, ну и что, я на месте пришел. К сожалению, рыбаков здесь нет, вот в этом месте. Так, короче, нету. Но нет, сюда нет, поэтому, наверное, пойду я в Барчеллу, выпью пивка. И завтра буду с вами. Все, не переключайтесь. Доброе утро. Сегодня 1 октября, решил пробежаться немножко. Пробегитесь вы со мной. И вот вам немножко Рейн и немецкая муму. Конечно, я шучу, что немецкая муму, но рыбак, лодка, собака и Рейн. Ist der Katamaran nach Friedrichshafen. Вторгся в воду Германии швейцарский лайнер. Это еще Германия, а вот там уже, где островок этот начинается, Швейцария. А сейчас вот у меня появилось 2-3 часика. Сейчас пойду на набережную и вернусь в Швейцарию, попробую половить что-нибудь на удочку. Еще вчера такой интересный эпизод был в том, что получается я снимал какое-то там мероприятие там сбоку. И вроде бы он не попал даже в кадр, но факт в том, что он подбежал ко мне там метров 300 с площади. Вообще он вдалеке был, даже его не видно в камере. Однозначно его заснял. Потребовал, чтобы его удалил видео. Я сказал, что удалил. Он говорит, не верит, пошли в полицию. А я говорю, нет, я не пойду в полицию. Вас я не заснял. Он меня начинает за руку тянуть в полицию. Я говорю, нет, я не пойду, вас там нету. В общем, он проявлял напор, это продолжалось несколько минут. Ну, в конце я сказал, что я не пойду в полицию, я вас удалил, вас на камере нет. Вот. В принципе, я всегда спрашиваю каждого рыбака, которого ловлю в магазине, могу ли я поснимать, если я здесь отправил такую рыбку. Тут даже человек не попал. С другой стороны, я понял, что, в принципе, лучше снимать пейзажи там, где нет людей. То есть бегунов каких-то, если случайно попадает. Каждый из них может, в принципе, потребовать, чтобы я удалил. Мне сказали, что это у них больная тема. Это постоянно происходит. Смотрите, какие-то интересные граффити. Никого не напоминает? Так вот, продолжу. Просто на месте был. Чем закончил с этим парнем? Он довольно злой такой был. Невысокого роста, он в другой стороне. Надо соблюдать законы. И в конце концов он все-таки сдался, протянул кулак, типа, я ударил в кулак, и мы разошлись. Вот. Но я понимаю, что он просто хотел какие-то деньги, типа, чтобы я там на шоке дал ему 50 евро, типа, я турист, там все такое, потому что явно не место, потому что место бы так не стал снимать. Вот такая история. Надо быть начеку и, узнать, в принципе, что делаешь, смотреть, потому что, наверное, это будет мне уроком, быть более внимательным и не вторгаться в чужое личное пространство, потому что все-таки это Германия, здесь человек превыше всего. Ну, а тут такая разработка, лодочка маленькая для сельских целей, в общем, чтобы изучить какое-то дно Рейна. В общем, эта лодочка проходит 6 раз туда-сюда, изучает глубину, и данные эти, глубину, давление, и эти данные используются для науки в Германии. Вот, те люди ученые. All the data, and then we can make models. What's the average depth here, for example? Yeah. The depth it's about 10 meters. 10 meters, yeah. Oh, so deep. And it's about 300 to 400,000 liters per second. Yeah. I see what you mean, because very interesting. We also have such a practice in our country. I'm from Belarus, yeah. Беларусь. Okay. Беларусь. Сейчас калибровка идет компаса, направление, чтобы точно определить направление, куда он должен идти.
евро. Она берется в аренду, потому что, ну, она очень дорогая, и в каждом регионе нету необходимости покупать. В общем, такая, надо поэтому посмотреть, как она работает. Даже интересно. Короче, это вам не простой эхолот. Окей, это катамаран. Вот он, в принципе, так выглядит, через который берется эхолот. На рыбалку можно с собой такой брать. Now we see here is this the depth, Tiefe, and the velocity. It's here it's slow and red is Fast. Is fast. Very deep, yeah? Yeah, it 5 gets meters. deeper. It's about 7.5. The most of the окей. the Flow. highest value. Most flow. Yeah. В общем, течение здесь активное самое. Yeah. It's a flow It's here, in the yeah? middle of the board, and we have 10 meters in summertime. All of the do you have been here? No, it's first Okay. time I've never been. In summertime, all the youth Ага. they jump here from the bridge Окей. to go swimming. You can swim here; it's no problem. What else? По этим вот системе каналов, они для 15 метров пускают кораблики по национальным праздникам, они все под уклоном. Тут стая рыб просто, я вот насчитал уже 74, 75, 76, 77, 78, 79. Увидел рыбака наконец-то, который ловит на джиг. Короче, это одно поводок. Типа а-ля дропшоп. Ага, вон рыба сразу пошла открывать. Вон она, если вы видите. Ой, какая крупная. Сколько ее тут. Ёшкин кот. Чтобы вы понимали, это все за сорокетники. Течение очень быстрое. Не знаю, видите ли вы это или нет, но это стая рыб. Он занимается, перебором приманок, на что не реагирует, потому что они не реагируют. Скорее всего, это какой-то голавль, что органическая приманка кукуруза. Даже интересно, что возьмет. Это дедок опытный. Так, пошла стая. Вон наша кукуруза. Не проявляет интереса, не проявляет. Мелочь подходит. Еще подходит. Wisst ihr, dass es in dem Bereich verboten ist zu fischen? Nein, das ist Schwimmen. Ich weiß es nicht. Nee, das ist nicht mein Fisch. Aber ich weiß es halt. Ich tue selber fischen. Vielen Dank. Ich weiß, dass es gesperrt ist. Ich fahre 3 Minuten da. Okay. Nicht, dass es Ärger gibt. Короче, наш дедок, оказывается, браконьерничает. Тут ловить нельзя. Приватная арена. Ну, я, в принципе, читал, потому что не везде можно ловить. Есть зоны, где нельзя, походу здесь нельзя. Но он такой пораженный, поэтому выделили в этот, наверное, 150 рыб. Таких огромных. Вот рыбы. Не знаю, насколько там видно, конечно, попробуем. Но это целые стаи. По размерам похожи на головлей. Таких крупных. Там 30-40. Это вообще под 50-60 я тут видел. Просто такого размера, как монстры. Вон еще они. Ну, судя по тому, что мужик ловит, конечно, не реагирует, это точно голавль. Короче, чап и голавль, он везде такой. Не особо очень капризный. Так, посмотрим, что же нам поставить следующее. Пошел опарыш. Понимаю, почему-то люди не ловят на воблерок, блесну, джиг, ЦК.
каду на крайняк. Ну тут же явно можно на это ловить. Почему они все любят джиговать на все подряд? Даже на парыш. Мне кажется, такой груз, даже оснастка сама очень грубая, просто пугает. Походу этот рыбак так и ничего не словит сегодня. И уйдет с пустым ведром. Хотя рыба просто немерено. Это просто дичь. Почти. Оп, оп. Давай, давай. Есть. Нет, нет, нет. Почти, почти. Не знаю, видно ли вам поклевку было, но рыба уже атакует, в принципе, дропшот заходит. Полметра рыба вон там, вот прям стоит. Как можно ее не снять? Просто трындец. Ну а это прикол, я искал рыболовный магазин, мне выдал вот этот фишер. Тут даже рыбы такие, это бренд. И тут такие не самые дешевые вещи. Но это явно не рыболовный магазин. Ну что, мы в Швейцарии направляемся к месту рыбной ловли. Здесь свой завой катамаран, наш Шкоду ставит и дальше пойдут. Швейцарский козел не особо отличается от нашего. Guten Morgen. Can I film you? Can I film you? Окей. Да, еще один прикол в Швейцарии, такие вот туалеты. Очень удобно. Заходишь, закрываешься, чик, опустил, сделал свои дела. О, смыл. Тут мыло, тут вода. Помыл руки, высушил феном, нажал, высушил. И пошел по своим делам. Вышел такой. Ну и все, ты снова идешь дальше по полю, по полям. Красиво. И тут интересно, что у них отборные вот так вот зоны. То есть тут вот болот такие, где здесь рыбная ловля запрещена, где живут тритоны. Они бергмолч какие-то, лягушки разные, вот. То есть в этом болоте здесь прямо вся фауна представлена. То есть вот так вот выглядит, не знаю, кто это, жаба тут каждого, лягушки разные. Ну, конечно, вы увидите их, это будет что-то, наверное, нереальное, но в целом очень интересно, что подчеркивает свое видообразие. Ну да, это такие интересные болота природные. Вот так вот надо сделать с нашими болотами, а не делать там рестораны и губить всех птиц. Сами поймете, в Минске где такое место. Ну и, собственно, сразу же входим к Баденскому озеру. Красота. Я думаю, вольет дождь, поэтому хоть часик-то рыбу половить попробую. Ну что, удочка разложена. Вот. Сейчас перекусим немножко бутербродиков. Такие сырами. Пока там дети разносят пляж соседний швейцарский, просто все обкидали камнями, почти мне сейчас докидывали. Поэтому осадимся немножко видом и половим час ровно. Сейчас у нас 11 до 12 часов. Ай, классно здесь, а? Пора начинать рыбалку. Час времени пошел. Ловим мы опять на том же месте, на той же глубине, на червя. Немецкий червь. Все, сделал себе рогатку, смотрим на поплавок, попиваем чаек. Любимое занятие швейцарцев — подходить, кидать камни в воду. Это бесконечный процесс. Ну что, пока поклевок нет. А вот, кстати, поклевка пошла. По-моему, поклевка. О, да, рыба. Кто? Снова окунь? Снова окушок. Посажу тебя в горшок. Ну что, первая рыба. Если тебя фоткать, должен спрашивать у
окуня. Можно ли его было фоткать? Я подумал, что надо спрашивать. Насадить. Может, покрупнее что-нибудь будет. Ну, тут это вообще ж не факт. Сейчас просто заднего части возьмем. Я уверен, что здесь крупная рыба есть. Прям уверен в этом. О, поклевка. Блин, есть рыба, рыба есть. Так, а что-то у нас тут. Блин, сошел. Ну, безбородый крючок он такой. Сам замешкался, поэтому рыба была. Да, он взял, наверное. Клевка. Это тоже рыба. Окунь. Короче, постоянно чувствую тревоги, что что-то я нарушаю. Он ждает меня постоянно. Некомфортно, короче, ловить. Третью рыбу не стал ловить, что даже не буду участвовать. 54 минуты, в принципе, пойду. Руки помою. Что-нибудь прикушу. Зайду в рыболовный магазин. Ну и поедем с семьей там по закупкам. Завтра все-таки выходные, все выходной. Ничего не работает. Сейчас червей выпущу. Потому что тут много законов, мало ли. Там даже размер крючка есть какой должен быть. Может, у меня он не соответствует. Вот. Может, зеленая линия это не то, что можно ловить, а то, что, короче, непонятно. Может какие-то моменты выскочить, поэтому до конца нет стопроцентной уверенности, что я делаю все правильно. Хотя, действительно, я реально постарался прочитать все, выбрать, перевести с немецкого, потому что на английском ничего нету. Вот, что тут такое, знаете, немецкий Google не очень хорошо переводит, Яндекс оказался намного лучше переводит. Это мне тут местные подсказали. Конечно, лучше Яндексом переводить, потому что немцы, да, понимают прям хорошо. Снова пересекли Германию, Швейцарию, вошли в Германию, вот что это значит. Искусство границы. Вот они, каждый знает, что это любовь, тут все что угодно. От смерти до звезд, осуждения, всего магического. Никогда еще город не был таким пустым. Сегодня праздник. День Германии. Это когда Западную и Восточную Германию объединили. И день падения Берлинской стены. Очень замечательная дата. Поэтому людей вообще нету, ничего не работает, все магазины закрыты. Вот такая красота тут. На этой площади запрещено курить, в принципе. Вот. Но запах тут все равно везде. Такую штуку надули, накачали водой просто. Вообще. Что не так, прорвало дамбу. Да, Люба? My appetite, don't leave me here high and dry.